Привет, друзья! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. И, о, Мадонна! Я в Венеции. Ах, Венеция, город-остров, город-музей и город, постепенно уходящий под воду. Как вы думаете, зачем нашим далеким предкам вздумалось строить город на островах, а их без малого 118, если большая земля совсем под боком? Во всем виноваты варвары. Не в смысле грубые неотесанные люди. Так назывались племена, которые регулярно совершали нашествия на территорию Римской империи. От варваров и бежали на острова Венеты, племя, жившее на этих землях в римские времена и впоследствии давшее название Венецианской республики. Благодаря последней Венеция и стала городом-музеем. Во время крестовых походов Венецианская республика распространила торговую экспансию на восток и страшно на этом разбогатела. Именно в это время здесь строятся роскошные палацы, величественные соборы и базилики. Вся островная Венеция стоит на сваях из лиственницы, которые не гниют в воде. То есть город скорее не рухнет, а утонет. На протяжении 20 века Венеция погрузилась под воду на 23 сантиметра. Если дело так дальше и пойдет, то, по расчетам ученых, город может стать непригодным для жизни уже в 2028 году, а к 2100-му полностью затонуть. Для спасения уникального города был разработан проект МОСЭ, предусматривающий постройку герметичных барьеров вокруг города. Но поговаривают, что эффективность этих дамб так себе. Так что пока есть возможность, приезжаем в Венецию и погружаемся в этот уникальный город. Если вы приезжаете в Венецию на автобусе с материковой части, либо на железнодорожном транспорте, на вокзал Санта-Лючия, то вам сразу бросается в глаза вот этот современный мост, совершенно нетипичный для древней Венеции. И он действительно новодел, он построен всего лишь в 2008 году испанским архитектором Сантьяго Калатрава. И он, кстати, так и называется местными жителями «Мост Калатравы». Мост этот объединяет два важных транспортных узла. С одной стороны находится железнодорожный вокзал Санта-Лючия, а с другой стороны Пьяццола Рома, площадь, на которой находится автовокзал. Так что в любом случае, наверное, вы его не пропустите. А вот и вокзал Санта-Лючия. Добраться до своего отеля или апартаментов в Старой Венеции вы сможете либо пешком, что, в общем, не очень удобно, а лучше всего вот на этих водных автобусах. Сразу платформа с водными автобусами стоит рядом с вокзалом. Садитесь и с ветерком, с красивыми видами добираетесь до своего отеля. Еще один вид водного транспорта – это такси. Узнать его несложно, вот по этому обозначению, что это такси. Он, конечно, подороже, но очень комфортно на нем добираться до всего на свете. Самый романтичный вид передвижения по Венеции – это гондола. Посмотрите, будете ехать как короли в красном кресле с позолотой, а вот гондольер будет вам петь итальянские песни и рассказывать сказки о том, кто здесь жил, кто любил, кто расставался, кто кого убил. Если вы впервые в Венеции приехали налегке, советую вам сначала прогуляться от вокзала Санта-Лючия до Сан-Марко, главной площади города. Длина маршрута всего лишь 1,5 километра, зато сколько красоты и вкусностей по дороге. Вдоль Гранд-канала стоят фешенебельные отели с выходом прямо на Гранд-канал. Около каждого отеля вы увидите вот такие лодочки.
И посетители, прямо не ступая на сушу, прямо с отеля могут сесть в лодку и прокатиться по Гранд-каналу. В Венеции очень много вкусных деталей. Посмотрите, это звонок, а это почтовый ящик. Если пройтись подальше, то можно увидеть еще одну штучку интересную. Это звонок. А это дверь, смотрите, дверь. И открываешь эту дверь вот такими ручками в виде какого-то восточного колдуна. Венецианский стритфуд, всевозможные пиццы. Выглядит очень аппетитно. В общем, потрясающе выглядит. Аж слюну глотаю. И очень популярны среди отдыхающих, среди туристов. Так, быстренько перекусил за 4 евро или за 2. И снова по достопримечательности он на вес продает. А с этой стороны сладости, ребята, я сейчас с ума сойду. Это с ума сойду. Вы посмотрите, это похоже на заварные пироженки. Ой, 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 вон там круассанчики. А здесь у нас еще песочные. Тирамису 5 евро стоит. В общем, всякие корзиночки. Да. Благо ходишь много, калорий сжигаешь тоже немало. Витрина магазина шоколада. Золотые ладьи, между которыми льется шоколад. И этот шоколад заливает золотые слитки. Вот так, видимо, выглядит роскошная жизнь. Вот это оживленное движение у меня за спиной – это пристань для гондол. Каждый желающий может взять гондолу и прокатиться по Гранд-каналу. Прайс на гондолы фиксированный. 80 евро стоит прокатиться по Гранд-каналу и маленьким канальчикам в течение 26 минут. Максимальная вместимость 5 человек. А если вы хотите прокатиться вечером, увидеть ночную Венецию, то цены увеличиваются, будет стоить это 100 евро. Но, несмотря на, в общем, немалый прайс, желающих тоже немало. Этот киосочек меня привлек запахом глинтвейна. Кстати, удивительно, что в Венеции, завтра Новый год, а в Венеции практически не продается глинтвейн. Это такая не совсем итальянская история. Но я обломалась, потому что у меня нету кэша. А здесь только кэш. И посмотрите, что можно купить в этом киосочке. Можно купить разные напитки. Вон там, видите, вот он наливает. Это кампари красный. Можно купить горячее вино. Do you speak English? Yes, it's Glühwein. I have no cash. Yeah. Посмотрите, какой. Сейчас меня, вот, ребят, как выгодно быть блогером. Он мне обещал без денег дать горячего вина попробовать. Так что есть в этом определенная выгода. А вот закусочки, посмотрите, какие закусочки. Сейчас меня угостят. О! It's Italian Glühwein, yes? О, thank you. Thank you very much. Ой, вот она жизнь. Венеция прекрасна, а если выпить глинтвейна, она прекраснее вдвойне.
Вот я уже иду, наверное, часа 2, если не 3, 2 точно иду часа, и я прошла только даже не половину пути, а четверть пути. Но я, учитывая то, что я везде останавливаюсь и везде снимаю, медленным шагом можно добраться часа за 2. Если все разглядывать, останавливаться, пить кофе, глинтвейн. Вот, поэтому не торопитесь гулять по Венеции. Планируйте, бродите по ней медленно, наслаждайтесь, останавливайтесь, пейте кофе, пейте кампари, заходите в соборы и погружайтесь в этот город, в этот сказочный, удивительный, необычайный город. Сейчас заплачу, потому что я не хочу отсюда уезжать. Такая же хрень, только вот Сан-Марко происходит, Ну да. только в 4 раза круче. Потому что тебя толкает, это как будто на рейве каком-то петербургском. Моя дочь Полина не так сентиментальна, как я. Она увидела Венецию без розовых очков и романтического флера. Уже стемнело, как вы видите. Уже фонарики горят. Воняет И настоящей очень... водой. Да, кстати, очень сильно пахнет. Это еще не самое крутое. Сейчас мы выйдем, когда мы будем идти к этому магазину, мы выйдем в небольшую площадку, которая будет вонять так, что у тебя заложит нос. Там настолько стоящая вода жесткая, что она прям выбивает тебя. Если у тебя какие-то проблемы с дыханием, и ты не можешь почувствовать запахи, то ты их моментально почувствуешь, когда выйдешь на эту маленькую площадку. Ага. Ребят, ну, в общем, если вы собираетесь в площадь Сан-Марко, в район Сан-Марко, это там, где площадь Сан-Марко, готовьтесь к тому, что вы будете в толпе, будет много вони. Ну или заведите богатого друга итальянца, у которого здесь хата, и он сможет вас на своей приватной лодке дотащить куда-нибудь. До площади Сан-Марко в этот день я так и не дошла. Полина, как большой спец по поиску прикольных магазинчиков, повела меня покупать необычные венецианские сувениры. Знаете, по какой улочке мы идем? По какой роскошной, красивой, очередной роскошной. Китайцы, которые слушают здесь в этом бутике, китайцы, которые слушают офигенно громкую музыку на бас. И они продают это. Это все китайское, да? Нет, это итальянское. Просто они китайцы. Ясно. Всякие принты. А район Сан-Пауло, это тот, который на другой стороне от Сан-Марко, он подешевле. И вот здесь, видите, мы набрели на иранский магазин. Смотрите, какие сережки интересные. Вот эти, смотрите, сережки. О, Махсамин. То есть, если вы хотите пошопиться, то лучше это сделать в Сан-Пауло. Намного дешевле будет. Если вы хотите пошопиться, уезжайте из Венеции. Не, но вдруг так получилось, что вы хотите пошопиться в Венеции, то надо в Сан-Пауло шопиться, потому что здесь, дешевле. Ой, смотрите, как несут собачку. Посмотрите, какая. Ой, такая собачка. Вот. Это раз. Дешевле. И второе, здесь больше оригинальных вещей. Чего? Не туда пошли, да? Oui, voilà, c'est pour dire qu'on est arrivé il y a un moment déjà, vers 3 heures. Наконец мы нашли этот магазин необычных венецианских масок. Они такие все немножко устрашающие, депрессивные. Так вот, здесь даже Сандра Баллок была. Я купила вот такую маску. Сейчас, да. Yes. Сейчас ее упакуют. Угу. А маска стоит 15 евро. Это хозяин магазина. А вот your name? Массимо, хозяин магазина. Он делает все эти маски, которые, к сожалению, мне нельзя снимать, но они реально крутые. Вот еще один магазинчик канцтоваров, но они очень необычные. Интересная техника печати. Краска наносится на бумагу, на ткань, а потом все это опускается в воду. И получаются такие странные узоры. Это тоже в воде, да, Полю?
Утром следующего дня я проснулась в своей замечательной квартирке с твердым намерением все-таки добраться до площади Сан-Марко. Кстати, пару слов о моей квартире. Знакомлю вас с апартаментами в Венеции. Мне они очень нравятся. Это небольшая прихожая, уже картина с венецианскими сюжетами. Вот такая прихожая. И мы сразу попадаем в гостиную, совмещенную с кухней. Вот такая гостиная. Все в оранжевых цветах. И кухня. Сейчас я вам покажу детали, которые меня убили наповал в хорошем смысле слова. Я спала на этом диване. Мы с дочерью не любим спать вместе. Диван раскладывается, у него ортопедический матрац, и хозяйка нам специально дала отдельное постельное белье, отдельное одеяло, 2 подушки. То есть без проблем все она дала, и спала я очень хорошо. Матрас замечательный. Вот такие украшения. Очень красивая, уютная квартира. Такая, знаете, не голая, не пустая, а с какими-то вкусными деталями, вкусными украшениями. Телевизор, Google Play здесь работает, и вот такой большой красивый стол. Сразу предупреждаю, мы здесь уже пожили, поэтому местами будет нечисто, но реально чистота идеальная. Вот такая большая скамья, то есть здесь могут поселиться, 4 человека. Вот, и большой добротный деревянный стол. Ребят, вот эта кухня, меня поразило, что на кухне есть все, даже больше, чего я ожидала. Вот смотрите. Здесь кофе, соль, еще кофе, в салфетке, бумажные полотенца отдельно я не покупала, оливковое масло, бальзамический соус. Отдельно коробка для чая, я тоже его не покупала, был чай. Микроволновка. Посуда вся, вся посуда, которая нужна, она вся здесь. Это понятно, это столовые приборы. Вот эта штука, кстати, резать пиццу, салфетки и всевозможные пакеты для выпечки, просто складывать. А вот это, ребята, самое крутое. Я когда это увидела, я просто полюбила хозяйку неземной любовью. Вы посмотрите, есть все. Можно выпекать, кастрюли, есть кофеварки и вакуумная, и гейзерная кофеварка, и есть миксер, есть мультиварка, есть соковыжималка. В общем, ребят, такое впечатление, что сюда приезжают только кулинары, которые готовят. Вот, сейчас я вам покажу ванную. Ванная небольшая, но тоже предупреждаю, потому что мы здесь уже пожили. Стиральная машинка, всякие принадлежности. Но мы ими не пользовались. Вот, здесь принадлежности. Сейчас покажу спальню. Вхожу в спальню. Посмотрите, большая кровать, ортопедическим матрацем. Посмотрите, какой шкаф. Шкаф очень вместительный. Сюда можно полноценный такой шкаф. И большое количество вешалок. Все, кто много ездит, знают, что в отелях почему-то очень экономят на вешалках. Здесь их в достаточном количестве. Хочу еще сказать, что это район Местре. Недалеко от вокзала Местре. Туда можно доехать на 2-м автобусе. На 2-м автобусе также можно добраться до Старой Венеции. И эта квартира стоит 120 евро в сутки. А если сравнивать со стоимостью похожих, непохожих апартаментов в Старой Венеции, там ценник начинался с 220-250 евро. В общем, получается, что лишние траты за транспорт у нас были в районе в районе 3 евро это стоит автобус туда и обратно до Старой Венеции. То есть чувствуете разницу, да? Ты переплачиваешь 3 евро, правда, едешь и теряешь там полчаса времени, либо ты
платишь, переплачиваешь, ну, больше 150. В общем, наш выбор пал на район Мистре. Я очень довольна этим районом уютным. И я очень довольна этими апартаментами. Рекомендую. Ссылочку на них я дам в описании под видео. Я остановилась в районе Мистре на улочке, где находятся только частные дома. Ну или не многоэтажные домики. Вот такая замечательная, очень уютная, чистая улочка. И вот мой домик. От моих апартаментов до остановки автобуса, ну не знаю, 2 минуты. Вот там доходишь до перекрестка, поворачиваешь направо и сразу остановка. В Венеции действует несколько транспортных карточек. Я покупаю карточку на 75 минут. То есть в течение 75 минут вы можете поменять разные виды транспорта и ничего за это не платить. Все за одну плату. Стоит эта карточка 1,5 евро. Можете купить туристическую карту, которая стоит 33 евро. По этой карте вы можете ездить в течение 3 дней на всех видах транспорта и посещать музеи. Я ее не покупала, потому что музеи я особо не посещала, я все время бродила. И, в общем, я думаю, что она не окупится. А вот если вы планируете много ездить и посещать, ну, как минимум 2 музея в день в течение 3 дней, то, наверное, это выгодно. Выгодно купить эту карточку. Автобус привез меня на то же самое место рядом с вокзалом Санта-Лючия. Но на этот раз я решила прокатиться до площади Сан-Марко на водном трамвайчике. Сегодня в Венеции +9, но на кораблике ощущение на +2, поэтому одевайтесь. Вообще в Венецию нужно одеваться потеплее. Здесь достаточно ветрено и сыро, все-таки это город на воде. Но, конечно, все компенсируется такими удовольствиями. Виды потрясающие. Едешь и как будто попадаешь в другое время. На площадь Сан-Марко народ приходит ради самой площади, собора Святого Марка и дворца Доджи. В соборе Святого Марка хранятся много ценностей, украденных венецианцами в ходе крестовых походов. Это мощи Святого Марка, вывезенные из Александрии, и множество предметов искусства из разоренного Константинополя. Во дворце Доджи вроде ничего украденного нет. Все-таки не солидно. Это же резиденция правителей Венецианской республики – Доджи. Интерьеры дворца просто кричат о богатстве и мощи венецианского государства. Все-таки я не хочу верить, что Венеция утонет. Я так мечтаю, что мои внуки и правнуки смогли погулять и заблудиться здесь, среди узких улочек и мостов, прокатиться на гондолах под серенады гондольера и увидеть солнце, отраженное в водах Гранд-канала, в остроконечных окнах средневековых палаццо и куполах венецианских соборов. Венеция, пожалуйста, живи!